Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, ноябрь 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. И вы, мои дорогие, точно реалисты. Вы очень интуитивные люди. И если Скорпион слушает свою интуицию, вот поверьте, она никогда не ошибается. Это где-то, видимо, выхолощенные конструкции нашего ума и пережитый опыт заглушают подсказки, может быть, тихий голосок своей души. Для Скорпиона не нужны, по сути дела, никакие прогнозы. Он сам знает, что ему делать и чего ему не делать. Но, тем не менее, видео планируется, и поэтому давайте посмотрим. И, может быть, метафорические карты. Вот как раз ваша интуиция вам дадут какой-то инсайт. Или помогут просчитать на пару шагов вперед какое-то событие. Итак, давайте мы с вами узнаем. Что-то тут у нас переворачивается. У кого-то может быть король мечей. Может быть какие-то вопросы, которые вы оформляете в инстанциях. Или нужно документ действительно согласовать с кем-то. Может быть, это новый контракт. Или вы столкнулись с представителями законной власти, людьми в форме. Это могут быть, кстати, и врачи, и вообще любые люди, да, которые отвечают за свои слова или занимают высокий пост. Но, опять же, мера ответственности. Или вы, может быть, это дела в суде у кого-то и так. Но есть что-то на повестке дня для скорпионов, что действительно важное. И причем не на уровне эмоций. Все-таки по королю мечей, когда эмоции нам точно не нужны. Здесь есть какие-то факты. И как будто идти по ситуации. И первую карту мы достанем. Это будет у нас важное событие ноября. Или что важно знать? Неожиданное событие, как видят карты. Что завершится для вас, мои дорогие, в ноябре? И что нового войдет в вашу жизнь? Что я смогу осуществить? Давайте вот такую карту достанем. У нас сегодня, кстати, 3 колоды участвуют, не сказала об этом. И достанем мы с вами по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес 3 карты, а впоследствии мы раскроем на колоде 78 дверей. Поподробнее. Финансовая энергия и личная жизнь, как видят карты. Итак, важное событие, что нам подскажут карты. Так, куда-то собираетесь. Либо это может быть новый проект, которым вы хотите заняться, или, может быть, уже занялись, но что-то хотите изменить, или развить, или продолжить. Потому что всегда прогресс по этой карте идет. И, кстати, у вас все под контролем, поэтому в себе не сомневаемся. Это точно. Вот то, что я вначале сказала, видимо, на ноябрь месяц это архиважно будет для вас. По тройке жезлов у нас как будто новые берега нас зовут. И это может проиграться как в делах, как в бизнесе, как в работе. Сделать, например, карьеру или получить новую должность, оформить какую-то бумагу, документ, очень важную для вас. Или, может быть, это личная жизнь, новый какой-то виток ваших уже сложившихся отношений, и вы вместе думаете, как будто в унисон. Или для кого-то из вас, почему нет, мы можем помириться. И вместе, если действительно человек дорог, и вместе, к примеру, идти уже в какое-то будущее, строить планы или куда-то переезжать, правда? Тут может быть такое по этой карте, когда, в принципе, возможно все. Но мы себя не торопим. Посмотрите, человек еще как будто стоит. Он еще не приступил к выполнению каких-то задач. Видимо, нужно, но как-то рационально обдумать. Неожиданное событие. Задержка. Вот правда. А нам тут уже сказали, не торопись. И значит, если есть задержки в ноябре, мои дорогие скорпионы, значит, это как будто по воле высших сил. Может быть, поспешим мы куда-то и чего-то не увидим. Или начнем где-то продавливать какую-то ситуацию, а эффект будет обратный. Но если мы говорим, это пентакли, 7 пентаклей, могут быть задержки в деньгах. По этой карте это те задержки, которые мы не сможем изменить. То есть, наверное, какие-то обстоятельства, может быть, как сбой электронных систем,
или, ну, что-то такое, то, что от нашего желания не зависит, но как будто деньги в рост. И если, кстати, у кого-то есть в мыслях доход, тот, который, может быть, пассивный доход называется, вот здесь, скорее всего, дивиденды вас устроят. Так или иначе, деньги мы получим. Нам об этом точно говорит карта. Давайте мы посмотрим, что завершится. Ну, вы определитесь с чем-то, либо с новым начинанием, либо с новыми отношениями, либо то, что у вас прежде, может быть, было как каким-то планом или проектом, прожектом, здесь будет больше какой-то конкретики. Завершится какой-то хаос, мои дорогие. Вот второй иллюминатов, это нулевой аркан, он называется «Хаос перед началом творения». Хотя, когда я смотрю на эту карту именно, у нас очень интересный шут изображен. Я всегда вспоминаю слова Эйнштейна: только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. И вот здесь, наверное, нулевой аркан как гений, потому что он жонглирует всем зодиаком. Может быть, закончится какая-то, ну, знаете, в отношении вас. Или это могут быть ваши какие-то, предположим, действия раньше, когда вы больше кем-то манипулировали, пытаясь разобраться в человеке, не могли ему доверить, потому что, ну, как-то было мутно, скользко. А здесь вы с этим тоже разберетесь и установите этот самый порядок, и теперь будет определенно точно понятно, как дальше выстраивать с конкретным человеком отношения. Ну, здесь может быть как и на развитие, а может быть где-то и стопор, окончание, правда? От чего-то мы можем здесь отказаться. Мы можем отказаться даже, кстати, от какого-то проекта, который словно попробовали недавно, но пришли к выводу, что нет, эта стратегия не работает. И вот это тоже может быть. Но неопределенности какие-то у вас точно заканчиваются. Давайте мы узнаем, а что нового войдет в мою жизнь. А вот порядок и войдет. Посмотрите, как интересно. Карта Верховного Жреца, кстати, для тех, кто, может быть, отношения ваши, личная жизнь, недавнее было знакомство, правда, те, кто надумают продолжать, вы можете задуматься, венчаться, например, или как-то де юре оформить ваши отношения. Очень часто по этому аркану проходят. Это то, что как будто нам дано свыше. Мы можем прийти к выводу, что этот человек нам дан буквально свыше. Или, если мы говорим, какие двери будут открыты или что нового, по этой карте тоже проходят люди, которые высокие чиновники где-то или какие-то инстанции, может быть, отчасти бюрократическая машина. То есть мы можем что-то согласовать, вот то, что я говорила в начале, и оформить, и это будет для нас, знаете, как какая-то подушка безопасности, потому что по иерофанту, если мы что-то совершаем в плане документов или с чем-то мы определяемся, это как будто и точка, и подпись, и печать. Для кого-то из вас это, в принципе, больше надежности. Если мы говорим, двери какие будут открыты. Может быть, люди, смена окружения, когда в вашем окружении, как раз, мои дорогие скорпионы, больше людей, которым вы можете доверять. Вот с каким-то хаосом определенно вы разберетесь. Но еще и по этой карте мы учимся. Если вы преподаватель, вы можете получить новую должность, причем очень высокую. Или начать делать карьеру, и как-то ваша цепочка последовательности действий приведет к тому, что карьера тоже будет достаточно высокая ваша. Вы можете получить предложение, может быть, учиться чему-то новому, причем какому-то все же у нас выпадает, как будто мы определимся, да, что у нас закончится, какая-то неразбериха. И если прежде было несколько направлений, мы можем с одним каким-то самому себе сказать, вот, пожалуй, вот это мое, и я вот в этом как раз и буду двигаться, развиваться, обучаться. Мы открыты всему новому по этой карте тоже. И к вам могут обращаться, мои дорогие скорпионы, как к эксперту, для того, чтобы попросить совета. А скорпион как раз очень дельные советы дает. Что я смогу осуществить? Ну, что тут скажешь? Вообще полнота счастья, радости, удовольствия от жизни, я бы сказала, это вдохновение. Это силы и душевные, и физические, это взаимопонимание, десятка кубков. Здесь не только благополучие по всем сферам, здесь еще и элемент душевной радости.
которые нас переполняют и придают дополнительно, наверное, сил. У кого что? У кого-то это может касаться работы, правда, и значит, какой-то вопрос вы осуществляете, видите плоды труда своего и знаете точно, что буду делать дальше. У кого-то это понимание в вашей паре, куда идем дальше, да, или какие-то счастливые события в вашей личной жизни или в семье. Ну, прекрасно. Давайте мы посмотрим. Дела, работа, бизнес. Карта победителя. Шестерка жезлов. Но о чем нам говорит эта карта, мои дорогие скорпионы? Не расслабишься. Нам обязательно нужно удерживать те позиции, то, что мы уже достигли. Или то, с чем вы определились. Или то, что для нас теперь уже как бы определено в связи с какими-то событиями. Или с какими-то предложениями, у каждого по-своему. Но не скажу, что мы что-то форсируем. По этой карте тоже где-то предусмотрено впоследствии остановка. Может быть, ведь это 6, а любая активность происходит в 6 стадий. Почему шестерка? В любой масти это победа. И следом идет 7. Пауза – это как перезагрузка. Вот, видимо, победа, и для того, чтобы ее удерживать, или найти способы для этого, нам вот это самое, где-то непродолжительная пауза совершенно необходима. Удерживайте ваши позиции и стройте планы на будущее. Что у нас в денежной энергетике? Паж кубков. Знаете, у кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми, а у кого-то из вас приятные какие-то предложения. Но здесь больше нам про эмоции. Паж кубков. Знаете, я бы сказала так. Все-таки деньги, энергия такая, что... С одной стороны, она где-то взаимосвязана с энергией любви. Не без этого. Поэтому, если у нас, может такое, кстати, подсказывать карта, если у нас все хорошо в любви, где-то у нас будет благополучно и в деньгах. Или если у нас все хорошо в эмоциональном плане, то есть если мы доверяем в первую очередь сами себе, если мы видим больше позитива в жизни, значит как-то и будет денежная энергетика пребывать. Но это может быть и не для всех проиграется, но на самом деле каким-то образом это работает правило. Поэтому позвольте себе в любом случае быть добрее более к самим себе и позвольте чем-то вдохновиться. Но есть радость по деньгам. И даже если что-то у нас задерживается, но деньги как будто будут радовать. Да если мы говорим по верховному жрецу Иерофант, да, он нищий не бывает, что нового войдет в жизнь. Может быть, новые способы заработка как раз и войдут. Для кого-то так. Но мы еще раскроем. В личной жизни, правда, есть какой-то выбор. Или вот двойка мечей. Это как перекресток. А нам нужно как будто одно направление выбрать. Или с одним чем-то разобраться. И эта карта безэмоциональная. Может быть, у кого-то из вас холод в отношениях. И здесь есть вариант как раз примириться. Если 2 меча – это развилка, а нам как будто из этих 2 нужно 1 туз мечей. Это есть выход из лабиринта. Вот какой-то лабиринт вы будете для себя, видимо, решать. Но давайте мы немножко раскроем. И первая карта по сфере работы и новой работе, новой занятости или новым способом дохода. Итак, что нам будет важно или какова энергетика в вопросах уже той работы, которой вы сейчас занимаетесь. Десятка пентаклей. Ну что тут сказать, и деньги приносят, и как-то это, видимо, ваш график работы вас будет устраивать или согласовываться с вопросами личной жизни или семьи. Десятка кубков, десятка пентаклей, да полный баланс, как и в деньгах, так и в каких-то свершениях. Хотя для кого-то из вас, если вы надумали переход на другую работу или начать собственный бизнес, например, собственное дело, развить собственное творчество, ремесло, хобби. Это может быть как заключительный какой-то аккорд получения большой суммы денег. Давайте мы посмотрим новый доход или новые способы заработка. Но тут нам не совсем про финансовую стабильность какую-то говорят. Здесь все-таки у нас отшельник, как будто мы должны пройти своим путем. Но мы смотрим еще пока не на финансы, да. Это следующий будет ряд карт. И по отшельнику это тот, который идет своим путем. Это тот, который, с одной стороны, ему никто не мешает, но именно благодаря тому, что он умеет распутывать сложные вопросы, какие-то гордиевые узлы. Где-то есть какие-то пробуксовки или задержки с деньгами. Это не значит, что мы это бросаем. Может быть и так.
Продумайте, ведь это мудрец, как будто Скорпион будет точно знать, есть смысл это продолжать или нет. Но хотя вы можете внести какие-то коррективы, судя по верхнему ряду карт. Вот как раз давайте посмотрим, что за паж кубков и финансы. И первая карта у нас доход, тот, который привычный доход, правосудие. У кого-то могут быть просто кредиты даже, например, да, и по этой карте мы должны быть честны сами с собой. С другой стороны, по правосудию, как мы, как будто, да, так и к нам. Но и с другой стороны есть такой момент, как к нам, так и мы. Наверное, эта карта хочет сказать, как мы проработали предыдущий период. Или какова обстановка была за предыдущий период, такое жалование или тот оклад, деньги мы как будто и получаем. Как будто у вас что-то уже спрогнозировано. И, скорее всего, тут неожиданностей не будет для вас, потому что ну, это то, на что вы рассчитываете. Но для того, чтобы мы что-то продолжали наперед, если у вас, допустим, привычный способ дохода, вы ничего не будете менять. Предусматривает эта карта, это все-таки старший аркан, что диалоговая форма или умение договориться для нас более предпочтительно. Потому что в этой колоде карт основное значение это двери имеют, открытые они или закрытые. Вот здесь здоровые такие двери, большие, дубовые, наверное, и они закрыты, здесь нет ключа. И нам показаны трое, точнее, как будто один офисный сотрудник, или, может быть, это охрана, и двое, мужчина, женщина, которые пытаются что-то доказать, как будто силой открыть эти двери. И это сделать не удастся. Дверь не откроется только при взаимодействии и нашим контактам, которые основаны на диалоге. Монологу здесь не место. Мы что-то не продавим. А вот как раз договориться мы вполне успеем или сможем. Для вас еще может быть, предположим, те, кто, ну, живут, пособия, пенсии, да, то, что уже вы, ну, как бы не увеличиваете, от вас не зависит. По правосудию, кто знает, все-таки, может быть, это тот период жизни, когда что-то будет пересмотрено. Или вы узнаете что-то, что будут пересмотрены, допустим, пенсии, пособия, еще какие-то дотации в сторону увеличения. Я больше на увеличение. Или, по крайней мере, вы можете обратиться, может быть, чтобы добавить какой-то документ и каким-то образом тоже увеличить ваш доход. Но здесь у каждого немножко будет по-своему. Давайте мы посмотрим, а на новые способы заработка, что тут для нас? Правда, с чем-то надо, наверное, как отшельнику, быть мудрым, прозорливым. По рыцарю мечей мы можем, кстати, столкнуться с людьми, которые обладают дурным характером. Каким-то образом, если такой человек врывается в нашу жизнь, он как будто может нам помешать в нашем гомеостазе в зарабатывании денег. Хотя, с другой стороны, это и мы. Вот по этой карте нам показан могучий кентавр, который пытается открыть дверь. Не дверь, а врата. И если мы говорим, что самое главное значение принципиальное имеют как двери, или открытые они, или закрытые. Вот здесь мы как будто пытаемся эту брешь пробить, но вопрос целесообразности. А устроит ли нас увиденное, если мы пробьем, увиденное за этими вратами? А надо ли туда ломиться? То есть, знаете, больше какой-то паузы, наверное, неспешности. Вот, наверное, мудрости, как по отшельнику. Не торопиться, не форсировать какую-то ситуацию будет тоже важно. Давайте мы посмотрим на личную жизнь. Что же это за двойка мечей? И мы первое для тех, кто один или одна. Вот опять верховный жрец, и правда. У кого-то вопросы личной жизни. Может быть, для кого-то это и есть окончание. Все-таки двойка мечей. Если прежние отношения уже фактически нет взаимопонимания, оно утрачено навсегда. Но и есть вариант, как будто договориться все-таки. Все же Верховный Жрец очень добрая карта. Она нас призывает больше к союзу, нежели к разрушению. Это правда, мои дорогие. Но, тем не менее, для кого-то могут пройти, если вы один или одна, судьбоносное знакомство. Пошли решать какой-то вопрос в ту или иную инстанцию, и вполне вероятно есть вариант познакомиться с человеком, и, может быть, это начнется с какой-то дружбы. Или мы пошли учиться. Мы куда-то идем, как будто в какие-то
компании, инстанции, организации, и вполне вероятно мы можем встретить свою судьбу. Ну, или решить что-то в отношении самого себя, может быть, завершить, как я сказала, те отношения, которые остались у нас только де юре. Давайте мы посмотрим сложные отношения. Мы можем себе, знаете, словно нарисовать иллюзии, правда. Думать, что вот здесь девушка, двери у нас как будто закрыты, она рисует новые в надежде на то, что они откроются. Вот она дорисует эту дверь, и настоящая дверь как будто отомкнется. Но этого не произойдет. Поэтому о чем нам здесь говорят? Идти по ситуации. Если мы действительно что-то хотим изменить, здесь не столько наши мысли будут нужны, а как будто через практику с чем-то определиться будет важно, мои дорогие скорпионы. Давайте еще одну карту достану. Для тех, кто в сложных отношениях. Ну вот как будто вы сами можете ожидать, когда вам партнер проявится. А ведь вам ничего не мешает. И вот по этой карте, если мы говорим на сложные отношения, человек сам себя погрузил, как будто усадил в эту клетку. Сидит в странной позе, ему явно неудобно, некомфортно, но он продолжает что-то ждать. Поэтому, может быть, не рискуя собой, не давая каких-то глобальных обещаний, тем не менее, проговорить какую-то ситуацию, чтобы внести определенность. Это правда, часто важно бывает что-то проговорить, для себя расставить по местам. И пусть даже этот ответ будет «нет», но мы будем избавлены, мы сами себя избавим от каких-то ненужных мыслей, может быть, иллюзий или томительного ожидания. Давайте еще одну карту для тех, кто в сложных отношениях. Что же это? И хоть эта карта кубки, но она больше о финансовом успехе. С одной стороны, да, она позитивная, что мы больше думаем о себе. Мы больше, может быть, даже если мы на какой-то диалог выходим, мы думаем более конкретно по ситуации. И здесь это карта эгоиста, когда я доволен собой. Для кого-то это может означать, что я теперь буду заниматься вопросами личного дохода, собственного бизнеса, уйду с головой в работу. Правда, такое может быть. Или, в принципе, у меня праздник. Для кого-то карта может означать, что есть все-таки возможности примириться, установить какой-то контакт. Но определенно, наверное, не сидеть. Вот все-таки я бы расценивала так. Не рисовать иллюзии и чего-то не выжидать, а все расставить именно по местам, обсудив какой-то вопрос на берегу. Как будто нет смысла, вот понимаете, вот в этих двух картах. Что-то вы, мои дорогие скорпионы, должны знать наверняка, а не думать и не ждать. Вот это факт. Ну, давайте мы посмотрим на тех, кто в паре. И неважно, что это. Либо вы просто в паре, либо вы человек семейный. Что тут добавить? Туз кубков. Но я бы сказала так, что правда, есть вариант даже из сложных отношений вот этот туз кубков получить. У кого-то это может быть, ну, где-то с учетом карты Иерофанта девушки, женщины узнают о беременности. Может быть и так. Или о рождении ребенка. Тут скорее так вот, да, где-то, может быть, даты какие-то. Или вы будете заниматься как раз собой, потому что ожидаете малыша. Но по тузу кубков это приятные эмоции. Поэтому для тех, кто в паре, мои дорогие, с десяткой кубков, туз кубков, ну что тут скажешь, любовь, взаимопонимание и полный баланс. А для тех, кто в сложных отношениях, как раз где-то перевести есть возможность, если есть что сохранять в вашей паре эти отношения. А для тех, кто один или одна, встретить такого человека определенные варианты есть. Давайте мы узнаем совет от карт на колоде добра, мои дорогие скорпионы. Подведем итог на ноябрь. Что нам подскажут эти карты? Очень добрая колода, что для скорпиона будет очень важно. Ух ты, Верховная Жрица. Это прям про вас. Это, ну, как Верховный Жрец. Тут словно что-то по судьбе, мы можем сказать и так. Вообще, Верховная Жрица, для нее нет тайн как таковых. Для нее все понятно. Она знает, как поступить в той или иной ситуации. Слушайте свою интуицию, мои дорогие скорпионы. Все ответы на все вопросы, вот все вот эти перипетии или какие-то двойки мечей, вы можете разобраться в собственной душе и как будто даже наперед, я бы уже сказала, по всем вот этим картам построить какую-то очень счастливую траекторию
собственной судьбы. Но есть момент верховной жрицы такой, это элемент независимости. Поэтому вот если, наверное, для тех, мои дорогие, кто в сложной ситуации, вот то, что я говорила, лучше проговорить, обсудить, диалоговая форма, нежели мы сидим и думаем, где-то теряем время или ожидаем, что кто-то проявится первым. Здесь нет. Больше беспристрастно увидеть какую-то ситуацию, прочувствовать поможет эта интуиция. Но и с другой стороны, мы не делаем чего-то себе в ущерб. И правда тут какая-то неопределенность как будто заканчивается. Что-то доброе, хорошее. И карта победителя, кстати, тоже. В ноябре у вас определенно случится. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.